Сегодня я вам покажу свои лучшие и худшие сделки, и мы посмотрим на сигналы, откуда приходят самые большие профиты. Сейчас около 12 часов ночи по Москве. Либо я для вас записываю видео рано утром до 7-8 утра, либо я записываю видео для вас в это время, но пока такие условия, да, пока мы все дома. Сегодня мы поговорим про NASDAQ, про евро-доллар и про нефть WTI. Это три основных инструмента, по которым у меня были сделки. И что касается пары фунт-доллар DAX, мы можем их убрать. В принципе, там ничего интересного не было. Суммарно получилось где-то 500 баксов, 580 долларов за эту неделю. 10 сделок всего, 8 профитных, 2 лосса, но очень много сделок, которые я пропускал. Я занимался очередным тестированием сигналов, моделированием, я это делаю постоянно. Кстати, вы можете зайти на сайт, я оставлю ссылку на целый практикум, как я тестирую, на что я обращаю внимание, как отрабатывают мои сигналы. То есть все, что вам нужно с точки зрения информации, вы можете позаимствовать некий риск-менеджмент для себя, потому что я там тестировал 2 риск-менеджмента, один я разбираю более подробно. Обязательно прочитайте этот практикум, там достаточно много для вас информации ценной, я оставлю ссылку. Итак, давайте начнем. Начнем мы с индекса фьючерса на индекс NASDAQ. И первый трейд по индексу NASDAQ 18 мая, плюс 30, плюс 15 пунктов. Это классическая сделка на пробой, иначе говоря, моментум. Давайте разберем этот тезис, да, потому что новенькие, возможно, не совсем знакомые. Моментум. Это основной трейд. Так, не понял. Наверное, что-то шрифт. Сейчас мы здесь покопаемся. Секунду. Давайте вот этот возьмем. Моментум. Это основной трейд, это основное движение, откуда приходят большие деньги. То есть быстрое движение, сильное трендовое движение в одну сторону. Ключевой вопрос, который вы себе можете задать: откуда приходят ваши большие движения с графика? Если у вас еще нет этой базы данных, просто посмотрите на чистый график. Посмотрите, откуда, что происходит с рынком перед вот такими бум-движениями. Что перед этим вы видите? Расширение диапазона, я знаю, как пробой каких-то уровней, паттерн какой-то. Это называется тенденции. Откуда приходят вот эти колоссальные движения? Даже если ты не знаешь, какие твои движения и по каким они сигналам приходят, то ты можешь просто посмотреть на график, на 20, 30, 40 трендовых сильных движений и понять, из каких ситуаций это было. То есть, если я вижу это, что происходит? Если я, допустим, буду покупать первый бар, который пробьет 15-минутный диапазон, да, например, или если я буду покупать после пробоя паттерна, что будет происходить дальше, и отследить эти тенденции, это вообще имеет какое-то преимущество? Дает мне это преимущество техническое, финансовое и вообще-то профитное? Нет. Итого, что у нас получается? У нас начинает формироваться последовательность принятия решений. И первое условие в этой последовательности, сила сигнала номер 1, это пробой уровня. Вот здесь, если я сейчас поставлю вертикальную линию, мы пробили, закрылись выше моего уровня, да или нет? Да, абсолютно, это сила сигнала номер 1. Первое условие, первый критерий торговли на моментуме. SS2, второе условие, это паттерн. После пробоя я хочу видеть паттерн. У меня несколько техник торговли в моментуме, но это одна из. Да? Паттерн. Вижу ли я вот здесь паттерн, если я сейчас поставлю вертикальную линию? Да или нет? Да, абсолютно. Все 100% из вас скажут да. Следующее условие. Если пробили сопротивление, я хочу увидеть пробой максимума этого паттерна. Вот здесь, на этом баре, пробили ли мы максимум паттерна? Максимум треугольника вот этого? Да или нет? Да, абсолютно. Это образует кластер 3 buy. Давайте запишем. SS3. Сила сигнала номер 3. Сила сигнала номер 3. Пробой паттерна. Давайте полностью запишем. Пробой паттерна. Итого, мы имеем кластер 3 и ключевой момент, который объединяет все это дело. Если я вижу пробой уровня паттерн, пробой паттерна в направлении пробоя уровня, то есть вверх, то покупаю после закрытия сигнального бара. Сигнальный бар, вот он здесь. Да, я нажимаю Buy. Это образует кластер 3 Buy. Я могу использовать еще дополнительные критерии. SS4
это TF, иначе говоря, тренд-фильтр. Я могу добавить сюда условия. Вот здесь внизу у меня находится индикатор тренд-фильтр. И если в этот момент еще и гистограмма зеленая, а зеленая есть бычий тренд, то это дополнительное условие. Кластер 4 бай. Понимаете, да? Вот таким образом. Это визуально продиктованное условие. Да, либо она зеленая, либо она красная, либо желтая. Других вариантов нет. Но если все эти 3 условия или 4 условия совпали, это образует комбинацию на вход в рынок. Теперь следующий момент. После того, как я имею вот этот свод правил, могу ли я перейти на историю или открыть там демо-счет и начинать вот это репетировать? Могу или нет? Абсолютно. Прогонять, смотреть, как это работает, моделировать, иначе говоря. Вот это многим трейдерам не хватает. Многие приходят, начинают сразу торговать. Сразу на реал переходят. Так не происходит дело. Ничего не получится. Моделирование, цель его не только получить цифры, положительное математическое ожидание, но и построить определенную уверенность. Ты должен узнавать свои сигналы. У тебя не должно быть такой, ой, мой сигнал не мой. Если есть условия, ты покупаешь и продаешь, невзирая на то, что ты чувствуешь, потому что, опять же таки, на 100% ты не будешь и там, как робот, да, идеальным. У меня тоже косяков хватает своих, но не надо этого уходить, да, пытаться этого избегать. Просто стараться максимально сконцентрироваться на вот этой последовательности и повысить доверие к своим сигналам, к своей системе. И не саботировать, да, все это дело. Ничего сложного нет, на самом деле. Все заключается в психологических аспектах, да, помимо того, что у тебя должен быть грамотный риск-менеджмент. Так вот, что мы здесь видим? Мы видим вот эти 4 условия, нажимаем buy, мои стоп-лоссы. Мои стоп-лоссы за low паттерн, это классические стоп-лоссы, они уходят сюда. Вот минимум паттерна сюда. Первый таргет 1,5, то есть, допустим, на каждый $100 $150. Да и дальше происходит трейлинг стоп. Здесь вторая позиция не отображена, но я по трейлингу вышел вот здесь, потому что трейлинг стоп находится на определенном удалении от цены. Понятно, что ты никогда не можешь взять самый экстрим движения цены, хотя у меня есть такая методология, которая, в большинстве случаев позволяет это сделать. Может быть, чуть позже поговорим о ней. Он, кстати, сейчас, по-моему, работает на евро. Не работает, а да, вот это. Если видите как раз серию уровней. Мы, кстати, когда перейдем к евро, может быть, это дело затронем. Понятно, да? Это очень важно, да? Сколько позиций ты берешь, какой объем ты берешь. У меня есть советник для этого. Да, это версия обновленная. Здесь мы видим, что мы можем настраивать все параметры для каждой позиции. Можем торговать одной позицией, 2, я торгую 2, можно 3. Для каждой позиции мы можем задавать максимальный риск в процентах, но по умолчанию они одинаковые, не более 0,6 суммарно. Трейлинг стоп по каким параметрам, да, то есть на каком расстоянии находится трейлинг стоп от цены, это почти 3 ATR. Да, также у нас есть настройки, когда включать трейлинг стоп, общие параметры. У меня по умолчанию стоит true, то есть как только я нажимаю buy и цена проходит 3-5% в мою сторону, начинается трейлинг отсюда, то есть вот отсюда, допустим, вот к этому времени, если вот сюда, например, поставить, цена дошла, да, то трейлинг автоматически перепрыгнет куда-нибудь вот сюда. То есть это динамичный риск-менеджмент. Да, я могу не трогать этот стоп-лосс, да, вот этот стоп-лосс поставить сюда. Да. Каким образом? Просто зайти в настройки, общие параметры, нажать false и OK. Тогда этот трейлинг не будет двигаться, пока не достигнут мой первый take profit, который находится на расстоянии в 1,5 раза больше, чем мой стоп-лосс. Допустим, стоп $100 это 150. Как только достигнут, тогда начинается трейлинг стоп. И это может давать разные результаты. Я приводил в практикуме, который есть на сайте моем, вот этот вариант, то, что мы можем использовать статичный вариант, когда трейлинг стоп не двигается до тех пор, пока первая цель не достигнута, да, и мы можем использовать динамически, когда он двигается сразу, да, и результаты немного отличаются. Но это, конечно, и от инструмента тоже зависит. От сессии зависит, когда вы торгуете, в какое время ты торгуешь. Я знаю трейдеров, которые торгуют 1,5 часа в день, и этого предостаточно. Но если трейдер целый день пялится на сделку, то, как правило, он найдет больше сделок, чем реально есть, потому что хороших сделок на графике не появляется так много, как
тебе хочется, да, потому что рынки не всегда трендовые, порой вообще ничего не происходит. Вот пример вам по евро, да, который у меня был вот в пятницу. У меня не было сделок, я ее нашел, я сидел и пялился просто в этот монитор всю пятничную сессию. Вот пятничная сессия выделена серым, это стандартное мое время торговли. И как бы сделок нет, хотя мы тестировали мои ключевые уровни несколько раз, но здесь не было дополнительных сигналов. Ну и как бы уже пора заканчивать, время вышло, а я все сижу и жду, и вот наконец появился мой сигнал. Я все-таки вошел и успокоился, да, я его даже не учитывал, в статистике его нет, да, то, что там $580 получилось, его я его не учитывал, потому что он за пределом времени, он вообще такой, как бы ни к чему, но опять же таки, да, мы не пытаемся превратиться в роботов, да, мы позволяем себе быть людьми. Понятно, да? И вот этот риск-менеджмент, вот эти правила могу я перенести на левую сторону графика, либо на онлайн? Да, абсолютно. Могу это репетировать? Да. Могу я совершить 50, 100, 200 сделок, да, и получить какую-то информационную базу? 100%. Я могу играть с этим риск-менеджментом, ставить, допустим, вот здесь советники не 1, допустим, к 1,5, поставить 1.1, тогда мой процент прибыльных сделок будет больше, но с другой стороны это повлечет меньшую прибыль для первой позиции. Но вопрос, что показывает мое тестирование, насколько Take Profit 1.1 достигается чаще, чем Take Profit 1.5. Может быть, это не такой незначительный такой разрыв, и как бы нет смысла, я не добираю прибыль с первой позиции, почему бы не поставить 1.5? То есть откуда это ты можешь узнать? Просто так от балды нет, когда ты это несколько раз прокрутил. Идем. Потом я пропустил этот трейд, то есть новая сессия начинается, это уже другой день, это 19 мая. Вот здесь я должен был войти по правилам, но стоило мне пару минут просто протупить, да, замедлиться, и я прозевал эту возможность. Вот здесь. То есть это сигнальный бар. Это называется ротация бара сигнал. Ротация бара – это когда я вижу пробой уровня сопротивления, раз. Затем я вижу после пробоя начала коррекции первый черный бар, а затем первый белый бар. Это образует кластер 3, 3 условия на покупку. То, что мы разбирали чуть ранее, еще раз, трейдеры. Это критично, чтобы вы это делали. Сила сигнала номер 1, пробой уровня. Я практически во всех своих видео об этом говорю. Сила сигнала номер 1, пробой уровня. Что будет сила сигнала номер 2? Коррекция к уровню и ротация бара или ротация свечи, изменение цвета свечи с черных на белый. И здесь я могу добавить еще SS3, например, фильтр. Какой фильтр? Тренд-фильтр. Тренд-фильтр, если зеленый, то buy. Да? Тренд-фильтр зеленый. TF зеленый. Да или нет? Да, абсолютно. Пробили уровень? Да. Бар после пробоя был черный, затем белый, да или нет? Да. Гистограмма, тренд-фильтр мой зеленый, да или нет? Да. Это образует кластер 3 buy. Нажимаю кнопку. Да? Где твой стоп? Да, если я вхожу здесь, ну, не бывает так, чтобы ты вошел прямо здесь, обычно выше, да, с проскальзывания или там спред, стоп уходит сюда, за лоу. Сколько пунктов? Давайте посмотрим. 20, ну, почти 25 пунктов. Соответственно, 30, сколько? 38. Да? 38 будет мой таргет, 38 будет мой таргет. Бум, первый тейк здесь. Соответственно, как только рынок дергается в мою сторону, после входа, раз, два, три, допустим, мы шли сюда, вот этот трейлинг уже окажется к этому времени, ну, в зависимости от волатильности, вот здесь уже. Если я использую включать трейлинг стоп сразу после входа и стоит true, то трейлинг сразу начнется. И тем самым уже, это называется риск на открытую позицию. У меня получается уже риск не 0,6%, да, не 25 пунктов, а уже 13-12. Разница колоссальная. Да? Там сколько? На 40%. Понимаете? Это динамичный риск-менеджмент. Но есть минусы в этом подходе. В том, что если рынок вернется, протестит, бум, я вылетел, может уйти. Да, но в хороших сделках такое не происходит. Понимаете, в чем дело, да? В хороших сделках рынок обычно может сделать небольшую коррекцию, но ему нужно пройти целых 3 ATR, чтобы вынести вот этот мой трейлинг, потому что у меня ATR стоит 2.7, то есть рынку нужно пройти большее значение против моего трейлинга, против моей позиции, да, чтобы вынести меня.
Понимаете, это очень большое значение на самом деле. Следующий трейд. Следующий трейд, это как поздно, 12:30 уже, ночь. Кстати, если вам полезно, ставьте лайк, пишите какие-то вопросы. Вот так можно печатать. Если хотите подключиться и торговать по сигналам системы Cluster Trader, ссылка тоже здесь, прямо под этим видео. Можете подключаться, не бойтесь. А то некоторые с таким подозрением. Да. Идем дальше, следующий трейд. Вот тот же самый трейд, коллеги, который был первый, да, профит. Это кластер, да, кластер 4, то, что мы разбирали. Сила сигнала номер 1, что? Пробой уровня. Сила сигнала номер 2, что? Паттерн. Сила сигнала номер 3, что? Пробой паттерна. Сила сигнала номер 4, что? Тренд-фильтр зеленый. Да. Давайте все это проставим. Вертикальную линию берем. Пробой уровня. Сила сигнала номер 1. Паттерн. Сила сигнала номер 2. Вижу или нет? Абсолютно. Пробой хай паттерна. Сила сигнала номер 3. Гистограмма в момент пробоя какого цвета? Зеленая. Это визуально продиктованный сигнал, да или нет? Единственный способ, как вы можете стать зарабатывающим трейдером, только визуально продиктованный сигнал иметь. То есть, основываясь на том, что я вижу. Это сложно очень, это выглядит просто, но исполнять это сложно, потому что вот здесь твое мнение начинает разговаривать, твой внутренний голос, который якобы что-то больше знает. Да, твое эго подтягивается, здесь который тебе говорит, блин, ну это дорого, мы сейчас откатим, ну сейчас мы более выгодные цены я куплю. Такие начинаются разговоры. Или там, кажется, там нет хода, там месячные уровни, ну, масса вариантов, масса аргументов, которые приводят против этой позиции твой мозг, защищая тебя от стресса, потому что вход в сделку – это стресс. Почему это стресс? Потому что это неопределенность, а мозг расценивает это как угрозу. Мозг не понимает разницы между, я неоднократно об этом говорю, это доказанный факт, между биологической угрозой и финансовой угрозой, когда есть угроза потери. То есть стресс такой же абсолютно. Да? И способ уйти от стресса – это не входить в позицию. Да? Но когда достигается тот момент, что, допустим, ты здесь не вошел, у правого края графика цена начинает расти, и боль усиливается. От чего? Упущенная прибыль, и ты уже в какой-то момент бам, нажимаешь эту кнопку. Тебе приходится идти через себя, тебе нужно перебороть себя, чтобы нажать эту кнопку. Зачем такие усилия? Я понимаю, я первые 3 года именно так у меня происходило, что я вижу сигнал, я там раскачиваюсь, он начинает идти, и потом я только уже, мне надо, чтобы уже прям, ну вот, все пошло. Да? И это обычно поздний вход, потому что в итоге потом попадаешь на коррекцию. Да, потому что не выдержишь, боль твоя настолько сильная. Понимаете, да? Поэтому зачем такие страдания? Это же есть проще способ, да? Просто ты видишь сигнал, входи, но чтобы ты меньше был склонен к саботажу, тебе нужно смоделировать это несколько десятков, а лучше сотен раз. Да? И трейдеры, которые у меня занимаются, они постоянно это моделируют. Некоторые даже присылают там целый перечень с графиками, я протестировал это, я нашел, что этот паттерн в американскую сессию в такой-то период работает лучше. Я обнаружил, что там, допустим, паттерн на разворот появляется в это время чаще, ну, к примеру. То есть такая детальная статистика, и это дает такое преимущество трейдеру, колоссальное. Это ему дает знание и уверенность в момент исполнения. А когда ты как бы услышал где-то что-то, да, и недостаточно вовлекся в этот процесс. Да, это как обычно, там трейдер посещает какой-нибудь вебинарчик, там мастер-класс, или прыгает с одного вебинара на другой, просто послушал, попробовал внедрить, нет, шляпа, не буду, попробовал внедрить, не буду. Ну, вот так, и он скачет с одного на другой, и для него как бы все это шляпа полная, для него это все как бы несерьезно, ну, потому что его отношения несерьезны, это требует вовлеченности, да? Очень важно. Вот классический трейд, да, здесь я тоже свою лепту внес, но здесь, в принципе, в целом особых претензий нет. Идем дальше, следующий трейд. Вот еще один трейд, не будем здесь долго зацикливаться. Пробой уровня, да, пробили, да. Коррекция, да. Черный бар, sell, да. Вход, первый таргет. Второй по трейдингу здесь, плюс 24, плюс 12. Давайте прям коротко, трейдеры, пробежимся по, наверное, евро. Вот, кстати, пример того, о чем мы с вами говорили, когда включается трейлинг стоп. Пробили, коррекция, мы видим первый белый бар,
мой стоп уходит за лоу, здесь он не был достигнут, и вот начался трейлинг стоп. Вы посмотрите, здесь я вышел по трейлингу. Вот тот пример, это происходит крайне нечасто, обычно, когда рынок начинает так флетить. Но, что интересно, потом был раз сигнал. Вот здесь белый бар тоже, бум, пробой уровня. Смотрите, как четко сопровождается все движение изменения светосвечи. Коррекция, черный, потом белый, бум, моментум, потом коррекция, потом снова белый бар, и я снова пропустил. Но потом уже все. Потом на следующий день была сделка, покупка, в принципе, тоже особых здесь причин не было, и я как бы ждал какого-то, я не знаю, чуда, может быть, здесь, еще под уровнем. Ну, короче, сделка вообще непонятная. -3, -3 пункта. Идем дальше. Такие бывают сделки. Затем был вход здесь, чуть такой попозже, да, по евро, то же самое, пробой уровней. Потом мы протестировали вот эти экстримы, да, и здесь тоже 15 и 10 пунктов. Ну, и пару слов про нефть. Нефть нормально так. Нормальненько так получилось, хорошие трейды. Это 19 мая, мы видим здесь sell, плюс 20, плюс 5. Идем дальше. Прям очень быстро трейдеры. Я вот здесь пропустил, я удалю. Вот здесь пропустил сигнал, да, тоже пробой уровня, паттерн, пробой хай паттерна, рынок улетел. Причем здесь вообще все идеально. Посмотрите, вы прям быстренько сюда. То же самое, что мы разбирали. Пробили уровень, да. Паттерн мы здесь видим, вот она граница максимум паттерна, пробили хай паттерн, не сразу, но через некоторое время, да, еще мы видим тренд-фильтр зеленый, бум, как пушку улетели, но без меня, не полетел с ним. Идем дальше. Следующий трейд, тоже здесь мы видим, внимание сюда, мы видим здесь паттерн, да, здесь sell, где я держу курсор, плюс 40, плюс 10, это тоже моментум сделка, как мы видели предыдущую, которую я пропустил. И трейдеры, это разворотная сделка, мы здесь видим стрелочный паттерн, пробой минимум паттерна. Здесь sell, в момент пробоя тренд-фильтр желтый, первая индикация того, что скорость этого восходящего, мы видим по левую сторону бычий рынок, потеряна. Ну, потенциально, не значит, что стопроцентно. Да, соответственно, первый таргет у меня был 40 пунктов, второй 20 пунктов. Затем была серия косяков. Здесь мы тоже видим стрелочный, мы видим двойную вершину, но мы видим тест уровня, цена не тестировал уровень. Вот здесь я не сказал про тест уровня. Давайте по левую сторону. Вот здесь мы видим предыдущий уровень, да, тест, реакция. Здесь мы не дошли, я продал, причем здесь стоп был гигантский. Да, посмотрите сюда, стоп 38-39 пунктов, это очень много. Для WTI это почти 40 центов, это большой стоп, не больше 30 должен быть, а здесь поболее. Минус 26, и затем дурацкий трейд, абсолютно здесь вообще не было никаких причин селить. Вообще никаких просто причин, даже не пробили здесь, тоже фомо, да, страх упустить возможность или какое-то желание там как-то реабилитироваться, я не знаю, после этой сделки возможно, я так подозреваю, минус 5, но я осознал это, я понял, что прошло без малого там 15 минут, чтобы в моей голове что-то щелкнуло, я понял, что, блин, ну что ты творишь, хорош, пора, неправильная сделка, сделки нет. Я вышел из позиции, минус 5, итого $219, итого за неделю получилось 500. Несмотря вот на вот эти все косяки, 500, почти 580, да, плюс 500, забыл написать, 580. И несмотря на вот эти все косяки, да, которые у меня были на этой неделе, да, все равно 80% прибыльных сделок – это выше моего среднего. Я не стремлюсь к высокому проценту прибыльных сделок. И специально, прям нарочно прям мучаю себя и вообще рекомендую вам не делать этого. Иначе вы никогда не найдете систему, которая работает, никогда не найдете подход, который работает. Если ваша цель 80% прибыльных сделок или там даже 75%, я не знаю практически профессионалов, которые постоянно держат 75% прибыльных сделок, это ни к чему. 50, 60 – это выше крыши. При нормальном риск-менеджменте даже 1,5 у тебя первый тейк стоит. Если это единственный тейк профит, и ты больше не берешь с рынка ничего, делая 60%, там 55-65% прибыльных сделок, у тебя выше крыши это будет. Вот и все. Не надо ничего сверх усложнять. Вот, обещал вам еще рассказать про вот эти уровни по евро, да, но давайте, может быть, на следующих тренингах,
Да. Разберем и немножко разберем паттерны, да. В общем, подключайтесь, пишите какие-то вопросы, отдыхайте, будьте здоровы. До связи.